Привет! Это быстрая сводка последних приключений Хань Ли, могущественного культиватора, готового рисковать жизнью ради абсолютного бессмертия. Во-первых, сумасшедший скачок в силе. Вернувшись из мистического внетелесного путешествия, Хань Ли подтверждает, что успешно овладел законами времени. Он строит грандиозную платформу и 5 лет впитывает звездную энергию, получая в итоге абсолютно непробиваемую космическую броню. Во-вторых, сжигает все мосты. Тайная гильдия дает долгожданную наводку о продаже второй половины важнейшей техники развития. Чтобы безопасно выйти на сделку, Хань Ли по кирпичику разбирает секретное островное убежище, забирает все ценные растения и уходит в тень навсегда. Наконец, смертельный квест за знаниями. С тайными проводниками он пробирается сквозь душераздирающие ветры, жуткую бурю, способную стереть разум любого бессмертного. Этот кошмарный путь ведет в скрытые измерения, где он выкупает древний нефритовый листок с заветными знаниями. Получив этот ключ, Хань Ли завершил подготовку и готов к грандиозному прорыву на новый уровень могущества. А теперь слушаем дальше. Глава 376. Ученик реинкарнации. Прочитав первые несколько строк на нефритовом листке несколько раз, Хань Ли осторожно провел своим духовным чувством по ограничению сокрытия, которое скрывало остальную часть искусства совершенствования, а затем быстро убрал свое духовное чувство с нефритового листка. Он точно не знал, что это за ограничение, но, учитывая свой обширный опыт и мастерство в этой области, он мог сказать, что это определенно необычное ограничение. Если бы он попытался прорваться через него силой, нефритовый листок, скорее всего, был бы мгновенно уничтожен, а его духовное чувство также было бы серьезно повреждено в процессе. Хань Ли взмахнул рукавом, послав серый нефритовый листок обратно к Змею-3, а затем сказал: «Давайте не будем тратить время зря, товарищ Даос Змей-3. Что мне нужно сделать в обмен на полное искусство совершенствования?» На лице Змея-3 появилась улыбка, когда он положил нефритовый листок на каменный стол рядом с собой, после чего ответил: «Прежде чем мы это обсудим, у меня есть к вам вопрос, товарищ Даос Енот-11». «Спрашивайте», — подсказал Хань Ли. «Что вы знаете об этой технике духовного очищения?» — спокойно спросил Змей-3. Это был совершенно неожиданный вопрос для Хань Ли, и он на мгновение задумался, прежде чем ответить: «Насколько мне известно, это запретная техника царства бессмертных, и она может усилить духовное чувство, но большинство людей, которые ее совершенствуют, в конце концов становятся безумными монстрами, которые сеют хаос по всему царству бессмертных. Следовательно, она запрещена во всех регионах бессмертных, что делает ее запретным искусством». «Это все, что вы о ней знаете?» — спросил Змей-3. «Это все. Что-то не так с тем, что я сказал?» — спросил Хань Ли. «Это всего лишь основная информация, которую все знают о технике духовного очищения. Если я не ошибаюсь, вы уже овладели 3-м уровнем техники духовного очищения, верно? Могу я спросить, кто научил вас этой технике, и не вдавались ли они в подробности?» — спросил Змей-3. В сознании Хань Ли всплыл образ бессмертного по имени Хэкан, но он, естественно, не собирался раскрывать эту информацию и ответил: «Я случайно получил первую половину техники духовного очищения, и в то время я не знал, что это запретная техника, поэтому совершенствовал ее самостоятельно». Это не было ложью. Все, что сделал Хэкан, это даровал ему первые 3 уровня техники духовного очищения, и он не вдавался в подробности. Змей-3, казалось, был удивлен, услышав это. «Вы хотите сказать, что вам удалось самостоятельно овладеть первыми 3 уровнями техники духовного очищения без какого-либо руководства? В этом есть какая-то проблема?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. Змей-3 на мгновение замолчал, а затем ответил: «Вовсе нет, я просто поражен вашими исключительными способностями к совершенствованию. Вы слишком добры, товарищ Даос. Мне просто очень повезло, что я добился такого прогресса в технике духовного очищения», — равнодушно ответил Хань Ли. «Видя, что вы мало знаете о технике духовного очищения, я начну с самого начала. В противном случае нам будет трудно продолжить наше обсуждение», — сказал Змей-3. «Пожалуйста, просветите меня», — подсказал Хань Ли, и в его глазах появилось легкое любопытство. «То, что вы только что сказали, все правда. У техники духовного очищения есть очень серьезный недостаток, но это также чрезвычайно грозная секретная техника, которая когда-то была широко известна в царстве бессмертных. Однако техника духовного очищения — это не просто запретное искусство, потому что большинство тех, кто ее совершенствует, в конце концов сходят с ума.
Кроме того, другая главная причина, способствующая ее запретному статусу, заключается в том, что она происходит из Дворца реинкарнации, раскрыл Змей 3. Дворец реинкарнации. Хань Ли был сильно удивлен, услышав это. Змей 3 был довольно удивлен реакцией Хань Ли, но затем улыбнулся и заметил: «Похоже, вы уже знаете о Дворце реинкарнации, товарищ Даос Енот 11. Я кое-что слышал о Дворце реинкарнации, но не так много». «Пожалуйста, продолжайте, товарищ Даос Змей 3, ответил Хань Ли. «Видя, что вы слышали о Дворце реинкарнации, я уверен, что вы также знаете, что Дворец реинкарнации – враг всех дворцов бессмертных. На данный момент все те, кто совершенствовал технику духовного очищения, имеют какие-то связи с Дворцом реинкарнации, и именно поэтому на них так яростно охотятся», – сказал Змей 3. «Я слышал об этом», – подтвердил Хань Ли, кивнув, когда в его голове всплыли мысли об Айли Яне и Даосе Хуяне. Говорят, что техника духовного очищения была создана основателем Дворца реинкарнации, и она всегда была символом принадлежности к Дворцу реинкарнации. Однако, бесчисленное количество лет назад первая половина искусства совершенствования каким-то образом просочилась наружу, но только у Дворца реинкарнации есть вторая половина. Кроме того, из-за того, что первая половина просочилась наружу, были приняты дополнительные меры предосторожности, чтобы вторая половина также не просочилась, и запрещено передавать вторую половину искусства совершенствования кому-либо за пределами Дворца реинкарнации, продолжил Змей 3. «Значит ли это, что вы являетесь членом Дворца реинкарнации, товарищ Даос Змей 3? Спросил Хань Ли. «Совершенно верно», — ответил Змей 3, кивнув. Хань Ли был довольно удивлен, услышав это. Змей 3 был очень важной фигурой в гильдии странников, и Хань Ли определенно не ожидал, что он также будет членом Дворца реинкарнации. Не было чем-то необычным, что люди из разных сект и сил вступали в гильдию странников, но большинство членов гильдии были обычными членами, такими как Хань Ли. Тот факт, что Змей 3 занимал такое высокое положение в гильдии странников, но при этом был членом Дворца реинкарнации, был довольно интригующим открытием. И если вы хотите получить вторую половину техники духовного очищения, то все, что вам нужно сделать, это на самом деле что-то очень простое, продолжил Змей 3. Вы хотите сказать, совершенно верно. Если вы согласитесь присоединиться к нашему Дворцу реинкарнации, я тут же отдам вам этот нефритовый листок, прямо и откровенно заявил Змей 3. Хань Ли легонько постучал кончиками пальцев по поверхности каменного стола и замолчал. Тем временем Змей 3 тоже молчал, терпеливо ожидая. Как раз в этот момент послышались шаги, и в комнату вошел слуга с подносом, на котором стояли 2 чашки с духовным чаем. Чайные чашки были полупрозрачными, и было неясно, из какого материала они сделаны. Духовный чай, который в них был, тоже был довольно примечательным, и хотя он не издавал особого аромата, белый пар, поднимающийся от чая, время от времени принимал форму журавлей, которые ненадолго порхали вокруг чайной чашки, прежде чем медленно рассеиваться. Как невежливо с моей стороны не предложить вам чаю, хотя вы уже так давно здесь. Этот духовный чай белого тумана уникален для нашего Дворца реинкарнации, и он довольно изысканный. «Попробуйте, товарищ Даос Енот 11», — сказал Змей 3 с улыбкой. Слуга поставил 2 чашки с чаем на каменный стол и быстро удалился. Хань Ли все еще был погружен в свои мысли, и только услышав, что сказал Змей 3, он обратил свое внимание на чай на столе, после чего на его лице появилось легкое удивление. Белый туман был не просто обычным водяным паром. Вместо этого это была чрезвычайно богатая бессмертная духовная ци, и тот факт, что она могла самостоятельно принимать определенные формы, указывал на то, что это был исключительный духовный чай. Бессмертной духовной ци, содержащейся в этой одной чашке чая, было достаточно, чтобы восполнить ему месяц совершенствования, и это был, безусловно, самый исключительный духовный чай, который Хань Ли когда-либо встречал. Однако, у него не было привычки пить чай в незнакомых местах, поэтому, хотя он и был довольно заинтригован, он решил не трогать чай в чашке. Змей 3 был немного удивлен осторожностью Хань Ли и взял свою собственную чашку, прежде чем сделать глоток. Тем временем Хань Ли продолжал сидеть молча, и внешне он казался довольно спокойным, но внутренне он был в смятении. Кризис, который произошел в Дао Пылающего Дракона, оставил в нем очень глубокое впечатление. Байлиянь уже был на грани достижения нефритового бессмертного стадии высшего зенита, но только потому, что он был членом Дворца реинкарнации, большинство даосов в стадии Золотого Бессмертного отвернулись от него и замыслили его свержение в сотрудничестве с Северным Ледниковым Дворцом Бессмертных. Даос Хуянь явно тоже имел тесные связи с Дворцом реинкарнации, и было неясно, жив он или мертв. Хань Ли мало что знал о Дворце реинкарнации, но он знал, что это заклятый враг Северного Ледникового региона Бессмертных и даже Небесного Двора.
Хотя в настоящее время на него охотится Северный Ледниковый дворец бессмертных за убийство Таюя, он все равно не хотел присоединяться к Дворцу реинкарнации и ставить себя в прямую оппозицию Дворцам бессмертных. Он все еще был лишь культиватором, поздней стадии истинного бессмертного в данный момент, и он хотел избежать неприятностей любой ценой. Однако, если он не присоединится к Дворцу реинкарнации, то не сможет получить вторую половину техники духовного очищения, а это будет равносильно отложенному смертному приговору. Ни один из этих вариантов не был особенно привлекателен для Хань Ли, и он долго молчал. Наконец, Змей-3 поставил свою чашку и прервал молчание. Вы беспокоитесь, что, присоединившись к нашему Дворцу реинкарнации, вы окажетесь в противостоянии с Северным Ледниковым дворцом бессмертных. Совершенно верно, откровенно ответил Хань Ли. Я полагаю, что вы, должно быть, долгое время проживали в море Черного ветра, поэтому мало знаете о внешнем мире. Северный Ледниковый дворец бессмертных — это довольно грозная сила, но наш Дворец реинкарнации — не единственная сила, которая может противостоять ему. Просто ни одна из этих сил не хочет выступать вперед без веской причины. Кроме того, наш Дворец реинкарнации всегда находился в тени, поэтому Северному Ледниковому дворцу бессмертных будет нелегко нас найти, сказал Змей-3 с улыбкой. Есть ли какие-нибудь доказательства в поддержку ваших утверждений? Наверняка вы не ожидаете, что я просто поверю вам на слово, сказал Хань Ли торжественным голосом. В конце концов, вы узнаете, говорю ли я правду или нет. Дело в том, что вы овладели первыми 3 уровнями техники духовного очищения, поэтому, если вас поймает бессмертный дворец, с вами все равно будут обращаться как с членом нашего Дворца реинкарнации. Кроме того, я могу сказать, что вы недавно пострадали от обратной реакции техники духовного очищения, поэтому, если вы не сможете своевременно получить вторую половину искусства совершенствования, голос Змея-3 оборвался на этом, но было несложно догадаться, что он имел в виду. Услышав это, сердце Хань Ли слегка упало. Он уже сделал все, что было в его силах, чтобы сдержать свое духовное чувство, но Змею-3 все же удалось обнаружить кризис духовного чувства, который недавно постиг его. Хань Ли снова замолчал, продолжая рассеянно постукивать по каменному столу, но к этому моменту выбор становился для него довольно очевидным. Змей-3 понял, что Хань Ли нужен последний толчок, поэтому он продолжил: «Я не хочу хвастаться, товарищ Даос Енот-11, но наш Дворец реинкарнации не менее грозен, чем Северный Ледниковый дворец бессмертных. У нас есть все виды пилюль, материалов, секретных техник и искусств совершенствования, и мы приглашаем вас присоединиться к нашему Дворцу реинкарнации не просто как рядового члена. Вместо этого это приглашение стать учеником реинкарнации». Глава 377. Присоединение к Дворцу реинкарнации. «Кто такие ученики реинкарнации?» — спросил Хань Ли. «Просто считайте их самыми основными членами Дворца реинкарнации, и не каждый может стать учеником реинкарнации. Кандидат должен не только обладать особыми способностями, но и быть выбранным Дворцом реинкарнации», — кратко объяснил Змей-3. «Я всего лишь обычный странствующий культиватор, у которого нет особых талантов или способностей», — сказал Хань Ли. «Не скромничайте, товарищ Даос Енот-11. Вы мастер пилюль, да, и это, безусловно, исключительный талант в моих глазах», — сказал Змей-3 с улыбкой. Услышав это, Хань Ли тут же поднялся на ноги и пристально посмотрел на Змея-3 острым и пронзительным взглядом. Змей-3 с спокойным выражением лица посмотрел на Хань Ли, прямо встречаясь с его взглядом. Они долго смотрели друг на друга, и Змей-3 все это время оставался спокойным и собранным. Через некоторое время острота во взгляде Хань Ли медленно угасла, и он спросил: «Откуда вы об этом знаете? Ваша трава деформированной расы была получена от меня, и вы опубликовали в гильдии странников еще несколько заданий на приобретение ингредиентов для пилюль, да, поэтому было нетрудно догадаться, чем вы занимаетесь», — объяснил Змей-3 с улыбкой, а Хань Ли промолчал. Змей-3 продолжил: «Та пилюльная скорбь, которая произошла в море Черного ветра не так давно, была вызвана вами, верно? Учитывая все эти факторы, я был бы дураком, если бы не догадался, что вы мастер пилюль, да. Я полагаю, это должно означать, что Гэюй тоже член вашего Дворца реинкарнации, верно?» — спросил Хань Ли. «Совершенно верно. Он уже тогда понял, что вы мастер пилюль, да, и просто решил не поднимать этот вопрос», — признал Змей-3, кивнув. «Дворец реинкарнации действительно так же грозен, как вы заявляете». «Я думал, что мне удалось его обмануть», — сказал Хань Ли, и на его лице появилось самоуничижительное выражение. В то же время он чувствовал себя довольно спокойно. Похоже, Дворец реинкарнации только узнал, что ему удалось создать пилюлю, да, но это все, что они о нем знали. То, что его личность мастера пилюль, да, была раскрыта, не было большой проблемой. «Нет нужды унывать, товарищ Даос.
Гэюй смог разгадать вашу уловку только потому, что он владеет секретной сенсорной техникой. Если бы на его месте был кто-то другой, его бы, скорее всего, обманули. Сказав это, если бы Гэюй не узнал о вашей созданной пилюле «да», то вы не смогли бы получить вторую половину техники духовного очищения, так что в любом случае все складывается в вашу пользу, сказал Змей 3 с улыбкой. Хотя ваше вступление дало мне приблизительное представление о Дворце Реинкарнации, я все еще мало знаю о его внутренней структуре. Не могли бы вы просветить меня на эту тему, товарищ Даос Змей 3? Спросил Хань Ли, снова садясь. Конечно. Наш Дворец Реинкарнации отличается от других сект тем, что у нас нет определенной территории. Вместо этого мы являемся относительно децентрализованной организацией, и мы не требуем, чтобы наши члены оставались в определенных местах. Кроме того, члены общаются с помощью особых сокровищ, поэтому это очень удобно для таких странствующих культиваторов, как вы, которые привыкли к свободе, ответил Змей 3 с улыбкой. Это очень похоже на гильдию странников, задумчиво произнес Хань Ли, поглаживая свой подбородок. Услышав это, Змей 3 замолчал, и, казалось, он о чем-то колебался. «Что-то не так, товарищ Даос Змей 3?» — спросил Хань Ли. Я колебался, стоит ли раскрывать вам определенную информацию, но, полагаю, это не принесет вреда, ответил Змей 3. Пожалуйста, продолжайте, подсказал Хань Ли. Во всех регионах бессмертных есть много довольно грозных сил, но они часто не в состоянии справиться со всем, что им нужно решить. Следовательно, они позволяют некоторым более мелким силам становиться их дочерними компаниями и работать на них. То же самое относится и к нашему Дворцу Реинкарнации, и на самом деле вы можете рассматривать гильдию странников как нашу дочернюю организацию, раскрыл Змей 3. Понятно, ответил Хань Ли с удивленным выражением лица. Это откровение действительно кое-что объясняло. Например, неудивительно, что Змей 3 был высокопоставленным членом гильдии странников, а также членом Дворца Реинкарнации. Почти никто в гильдии странников не знает об отношениях между Дворцом Реинкарнации и гильдией странников, и даже во Дворце Реинкарнации об этом знают только ученики Реинкарнации. В конце концов, наш Дворец Реинкарнации — заклятый враг Небесного Двора, и если об этом станет известно, то на членов гильдии странников будет охотиться Небесный Двор. Поэтому обязательно храните это в секрете, сказал Змей 3 торжественным тоном. Будьте уверены, товарищ Даос Змей 3, я обязательно буду держать язык за зубами на эту тему, ответил Хань Ли, и в его глазах появилось сложное выражение. Похоже, Змей 3 раскрыл ему такую важную информацию в знак доверия, но на самом деле это был очень навязчивый жест. Теперь, когда он был посвящен в такой важный секрет, он, скорее всего, не сможет покинуть это место, если не согласится присоединиться к Дворцу Реинкарнации. Для удобства все члены Дворца Реинкарнации будут носить маски гильдии странников при выполнении заданий, и, как и в гильдии странников, члены используют эти маски для общения, обмена, публикаций и принятия заданий, сказал Змей 3, указывая на маску на своем лице. Я полагаю, что у членов Дворца Реинкарнации есть определенные обязательства, как и у членов гильдии странников, верно? Спросил Хань Ли. Совершенно верно. Раз в 1000 лет член Дворца Реинкарнации должен выполнить задание. Конечно, он может отказаться от выполнения задания, но ему нужно будет выдать камни бессмертного происхождения или другие ресурсы, эквивалентные по стоимости содержанию задания, ответил Змей 3, кивнув. В таком случае, высокопоставленные члены гильдии странников могут и не быть членами Дворца Реинкарнации, но члены Дворца Реинкарнации, включая учеников Реинкарнации, как правило, являются высокопоставленными членами гильдии странников, верно? Спросил Хань Ли. Вы можете думать об этом так. Это вся информация о Дворце Реинкарнации, которую я могу вам сейчас раскрыть, сказал Змей 3, прежде чем сделать еще один глоток чая. Хань Ли на мгновение замолчал, а затем сказал: «Вы очень искренне приглашали меня присоединиться к Дворцу Реинкарнации, поэтому было бы довольно грубо с моей стороны продолжать отказываться. Я согласен присоединиться к Дворцу Реинкарнации». «Отлично. Я знал, что не ошибся, обратившись к вам. Хотя это правда, что странствующие культиваторы пользуются большей свободой, чем больше вы продвигаетесь в своей культивации, тем больше будет ваш спрос на ресурсы для культивации, и в конце концов вы зайдете в тупик, поэтому присоединиться к нашему Дворцу Реинкарнации — определенно мудрое решение, сказал Змей 3, ставя свою чашку. С этого дня мы оба будем членами Дворца Реинкарнации. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, товарищ Даос Змей 3, сказал Хань Ли с улыбкой. Без проблем. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать меня. Вы мастер пилюль «да», поэтому я, безусловно, более чем счастлив быть с вами в хороших отношениях, усмехнулся Змей 3 в шутливой манере. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, когда он сложил кулак в приветствие Змею 3.
Теперь, когда он согласился присоединиться к Дворцу Реинкарнации, невысказанный барьер опасений между ними, казалось, был разрушен, что значительно сблизило их. Змей 3 взмахом руки извлек багровую маску льва, на которой был выгравирован номер 5, и протянул ее Хань Ли, говоря: «Это ваша новая маска. С этого дня вы будете драконом 5, но вы можете сохранить свою личность енота 11, если хотите». Хань Ли кивнул в ответ, принимая багровую маску льва. Он искал новую маску, так что это произошло как нельзя кстати. Он сложил ручную печать и влил в маску полосу лазурного света, но, к его удивлению, она никак не отреагировала. Эта маска отличается от обычных масок гильдии странников, и вы можете использовать ее только со специальной печатью заклинания Дворца Реинкарнации, сказал Змей 3, взмахнув рукавом и послав нефритовый листок в сторону Хань Ли. Хань Ли поймал нефритовый листок, прежде чем приложить его к колбу, и через несколько мгновений он прочитал заклинание, прежде чем влить печать заклинания в багровую маску льва, после чего она тут же выпустила багровый световой экран. Хань Ли не стал идти дальше, убрав ручную печать, чтобы рассеять световой экран. На первый взгляд, эта маска ничем не примечательна, но на самом деле она специально изготовлена Дворцом Реинкарнации, и у нее есть одно дополнительное преимущество, помимо всех функций маски гильдии странников, это ее способность скрывать ауру техники духовного очищения. Она не идеальна, но если вы будете осторожны, вас нелегко будет поймать инспектором Небесного двора, добавил Змей 3. Услышав это, глаза Хань Ли слегка загорелись, и он еще раз взглянул на багровую маску, прежде чем убрать ее, а затем снова повернулся к Змею 3. Змей 3, похоже, знал, чего хочет Хань Ли, и он взял серый нефритовый листок со стола и начал читать заклинание, одновременно вливая в нефритовый листок несколько печатей заклинаний. Над поверхностью нефритового листка появился слой мутно-серого света, который был усеян черными точками света, представляя собой интригующее зрелище. Затем серый свет в мгновение исчез, и, увидев это, в глазах Хань Ли появилось легкое волнение. Согласно правилам нашего Дворца Реинкарнации, все, кто присоединится, бесплатно получат 1 уровень техники духовного очищения. Этот нефритовый листок содержит 4-й уровень техники духовного очищения, так что вам придется заслужить остальную часть искусства совершенствования, сказал Змей 3, протягивая нефритовый листок Хань Ли. Хань Ли принял нефритовый листок с легким разочарованием в глазах. Он думал, что этот нефритовый листок содержит всю вторую половину техники духовного очищения, но, похоже, все будет не так просто. Сказав это, 4-го уровня техники духовного очищения уже было достаточно для его текущих потребностей. Он снова приложил нефритовый листок к колбу, прежде чем влить в него свое духовное чувство, и, конечно же, ограничение сокрытия внутри уже было снято, и все было открыто ему. Он подавил волнение в своем сердце, быстро читая искусство совершенствования, которое было не очень длинным, всего несколько тысяч символов, и вскоре он запомнил все целиком. После этого он сделал глубокий вдох и закрыл глаза, сидя неподвижно на своем стуле. Змей 3 тоже сидел молча, и только через целых 15 минут Хань Ли выдохнул и открыл глаза. Техника духовного очищения всегда была главной проблемой, которая его беспокоила, и теперь, когда она была решена, он чувствовал, будто с его плеч сняли огромный груз. Глава 378. Земной список. После того, как Хань Ли открыл глаза, Змей 3 сказал: «Теперь, когда вы стали учеником реинкарнации, есть еще одна вещь, о которой вы должны знать». Говоря это, Змей 3 взмахнул рукавом, выпустив полосу желтого света, и Хань Ли поймал ее, обнаружив, что это нефритовый листок, затем взглянул на Змея 3, прежде чем приложить нефритовый листок к колбу. Через несколько мгновений он убрал нефритовый листок со лба, а затем сложил ручную печать и начал читать заклинание, и из его багровой маски тут же появился слой багрового света, образовав перед ним багровый световой экран. Окинув взглядом световой экран, Хань Ли без колебаний протянул палец и коснулся крошечного значка каменной плиты в углу, после чего из значка мгновенно вырвалась проекция белой каменной плиты высотой около 3 метров. В верхней части каменной плиты были выгравированы слова «Земной список» с золотым шрифтом печати, а внизу — несколько строк мелкого золотого текста, в которых перечислялись различные искусства совершенствования, секретные техники и рецепты пилюль. За ними следовали несколько строк мелкого серебряного текста, в которых давались описания предметов в списке, и каждая из них заканчивалась числом, которое, казалось, обозначало цену отдельных предметов. Стоило ему лишь бегло взглянуть на список, как на лице Хань Ли появилось восторженное выражение. Искусство совершенствования горного тела, искусство культивации небесного бессмертного земного атрибута использует эссенцию гор для укрепления физического тела. Можно совершенствовать до стадии золотого бессмертного. 150 очков. Глаза высшего зенита — способность глаз, которая открывает культиватору все между небом и землей.
200 очков. Рецепт пилюли духовного происхождения, то, что вы видите сейчас, это земной список Дворца реинкарнации, доступный только ученикам реинкарнации. Все искусства совершенствования и секретные техники в списке были собраны Дворцом реинкарнации на протяжении бесчисленных лет, и я не буду вдаваться в подробности о том, насколько они ценны. Что касается цифр в конце, то они указывают количество очков вклада, необходимых для получения каждого предмета, а очки вклада вы зарабатываете, выполняя задания Дворца реинкарнации, объяснил Змей 3. Понятно. Похоже, что у присоединения к Дворцу реинкарнации есть много преимуществ. Любой из этих предметов был бы чрезвычайно востребован во внешнем мире, но, похоже, все, что я могу сделать на данный момент, это взглянуть на список, ответил Хань Ли, кивнув. Это не так. Все новые ученики реинкарнации получают 100 очков вклада в дополнение к бесплатному уровню техники духовного очищения. Вы можете выбрать что-нибудь в пределах 100 очков вклада в списке сейчас или накопить на будущее. Говоря это, Змей 3 взмахом руки извлек багровый нефритовый значок, а затем направил его на проекцию каменной плиты перед Хань Ли, выпустив полосу красного света, которая в мгновение ока исчезла в каменной плите. Сразу же после этого в нижней части каменной плиты появилось число 100, и, увидев это, глаза Хань Ли тут же загорелись. Он выразил свою благодарность Змею 3, а затем начал просматривать предметы в земном списке. В списке было много предметов, которые его чрезвычайно привлекали, и эти 100 очков вклада пришлись как нельзя кстати. Внезапно глаза Хань Ли загорелись, когда он заметил все 7 уровней техники духовного очищения на каменной плите. Возможно, это было связано с тем, что первые 3 уровня уже просочились наружу, но эти уровни были довольно дешевыми, но с 4-го уровня количество необходимых очков вклада резко возрастало. Среди них 4-й уровень стоил 2000 очков вклада, а 5-й уровень — ошеломляющие 10 тысяч. Увидев это, брови Хань Ли слегка нахмурились. Он не знал, какую компенсацию он может ожидать за выполнение заданий, но, судя по стоимости очков вклада других предметов в списке, было ясно, что 10 тысяч очков вклада — это астрономическая сумма, которую будет совсем нелегко накопить. Сказав это, этого и следовало ожидать. Во всем северном ледниковом регионе бессмертных было не так много способов получить это искусство совершенствования, поэтому его редкость еще больше увеличивала его ценность. Теперь, когда у него уже был 4-й уровень искусства совершенствования, он мог на какое-то время отсрочить кризис духовного чувства, и это должно было дать ему достаточно времени, чтобы накопить очки вклада для последующих уровней. Подумав об этом, Хань Ли продолжил просматривать список, и вскоре его внимание привлек еще один предмет в списке. Рецепт пилюли золотой души. Разве Даос Се ранее не упоминал мне о пилюле золотой души? Подумав об этом, он обратил свое внимание на описание предмета в списке, и его глаза тут же загорелись. Пилюля золотой души не была пилюлей, которая могла бы усилить уровень совершенствования или оказать какое-либо восстанавливающее действие. Вместо этого ее единственное назначение заключалось в том, чтобы стабилизировать душу. Самое главное, в описании утверждалось, что эта пилюля может увеличить шансы культиватора поздней стадии истинного бессмертного на прорыв через узкое место стадии золотого бессмертного. Чтобы подготовиться к прорыву на стадию золотого бессмертного, Хань Ли на протяжении многих лет читал множество писаний, и процесс требовал, чтобы человек открыл 36 бессмертных акупунктурных точек и преодолел первые 3 распада, чтобы вызвать эволюцию своей бессмертной духовной силы. После этого их душа также эволюционирует из обычной души в душу золотого бессмертного. Этот процесс был не таким сложным, как открытие 36 бессмертных акупунктурных точек или преодоление 3 распадов, но он определенно не был легким подвигом. Затем он перевел взгляд на указанную цену рецепта пилюли, чтобы обнаружить, что она составляет ровно 100 очков вклада. «Похоже, вас заинтересовал этот рецепт пилюли золотой души», — заметил Змей 3. Хань Ли кивнул в ответ. «Вы знаете, почему этот рецепт пилюли стоит всего 100 очков вклада, товарищ Даос Дракон 5? Причина в том, что, хотя пилюля золотой души может очень способствовать успешному прорыву на стадию золотого бессмертного, основным ингредиентом, необходимым для ее создания, является полная зарождающаяся душа стадии золотого бессмертного, которая, очевидно, является чем-то чрезвычайно ценным. В Дворце реинкарнации очень трудно заработать очки вклада, поэтому я предлагаю вам быть осмотрительным в использовании этих 100 очков вклада и не тратить их опрометчиво», — предостерег Змей 3. Хань Ли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица. Хотя это правда, что найти полную зарождающуюся душу стадии золотого бессмертного было чрезвычайно сложно для других культиваторов стадии истинного бессмертного, у него как раз сейчас была одна такая. Подумав об этом, он быстро просмотрел оставшиеся предметы в списке, прежде чем его взгляд снова упал на рецепт пилюли золотой души, и он протянул палец к этому предмету в списке. Увидев это, брови Змея 3 слегка нахмурились, и он вмешался,
Товарищ Даос Дракон 5, спасибо за совет, но я уже решил потратить свои 100 очков вклада на этот рецепт пилюли, сказал Хань Ли решительным тоном. Вам решать, как тратить свои очки вклада, но имейте в виду, что все, что вы получите из земного списка, должно храниться в секрете, даже от самых близких вам людей, и любой, кто нарушит это правило, будет сурово наказан, равнодушно сказал Змей 3. Я обязательно это запомню, ответил Хань Ли, кивнув. Затем он коснулся пальцем рецепта пилюли золотой души, и его 100 очков вклада были мгновенно списаны, а в центре проекции каменной плиты появился телепортационный вихрь. Через несколько мгновений из вихря появился белый нефритовый листок, и Хань Ли приложил нефритовый листок к колбу, прежде чем влить в него свое духовное чувство. Вскоре после этого он убрал нефритовый листок с лба, и его выражение лица осталось неизменным, но внутренне он был довольно воодушевлен. Помимо зарождающейся души стадии Золотого Бессмертного, все остальные ингредиенты, необходимые для создания пилюли Золотой Души, не были такими уж ценными, поэтому их должно быть легко собрать. Товарищ Даос Дракон 5, я знаю, что немного несправедливо поручать вам задание сразу после того, как вы присоединились к Дворцу Реинкарнации, но на данный момент есть очень важное задание, которое вам нужно выполнить немедленно, внезапно сказал Змей 3 серьезным тоном. Хорошо. Что за задание? Спросил Хань Ли. Не волнуйтесь, это задание не представляет для вас никакой опасности. Это задание по созданию пилюли раскрыл Змей 3 с улыбкой. Услышав это, выражение лица Хань Ли немного смягчилось. После того, как вы выполните это задание, вы будете свободны делать все, что захотите, в течение следующих 1000 лет, и вы также получите 50 очков вклада, продолжил Змей 3, вызывая нефритовый листок и протягивая его Хань Ли. Вместо того, чтобы сразу принять нефритовый листок, Хань Ли спросил: «Мастера пилюль, да, возможно, и редки, но я уверен, что во Дворце Реинкарнации есть и другие. Так почему вы поручаете это задание мне? У нас есть еще один мастер пилюль, да, но он в данный момент занят другими делами, поэтому у нас нет выбора, кроме как обратиться к вам», — объяснил Змей 3. Хань Ли промолчал, и в его голове промелькнула череда мыслей. По правде говоря, хотя это и задание Дворца Реинкарнации, оно в какой-то степени связано и со мной, поэтому, пожалуйста, окажите мне свою помощь, товарищ Даос Дракон 5, продолжил Змей 3 с ноткой мольбы в голосе. Это вы познакомили меня с Дворцом Реинкарнации, поэтому, видя, что это дело касается вас, я обязан помочь. Я приму это задание, сказал Хань Ли с улыбкой. Услышав это, на лице Змея 3 тут же появилось легкое воодушевление, и он сложил кулак в приветствии, говоря: «Спасибо, товарищ Даос, я запомню эту услугу». Нет нужды быть таким формальным, товарищ Даос Змей 3. С этого момента мы являемся частью одной организации, поэтому мы должны помогать друг другу, сказал Хань Ли, пренебрежительно взмахнув рукой. Одна из причин, по которой Хань Ли решил принять это задание, заключалась в том, что Змей 3 будет ему обязан, и, подумав об этом, он принял нефритовый листок, прежде чем приложить его к колбу. Нефритовый листок содержал рецепт пилюли, но это был рецепт пилюли «да». Однако, она не была такой же, как другие пилюли «да», поскольку процесс ее создания был проще. Казалось, что некоторые шаги были удалены, а некоторые ингредиенты заменены, что привело к довольно странному рецепту. Основным ингредиентом этого рецепта был материал инь-атрибута, что указывало на то, что это рецепт пилюли «да» инь-атрибута. После того, как Хань Ли убрал нефритовый листок с лба, Змей 3 тут же спросил: «Сможете ли вы создать пилюлю, товарищ Даос Дракон 5? Я никогда раньше не сталкивался с этим рецептом пилюли, но процесс создания не такой уж и сложный, поэтому я должен справиться с этой задачей», — ответил Хань Ли. Змей 3 был в восторге, услышав это. «Фантастика! Вы оказываете мне огромную услугу, товарищ Даос Дракон 5. Глава 379. Заточение. Я уверен в своих способностях создать эту пилюлю, но есть кое-что, что я должен прояснить заранее, сказал Хань Ли. Продолжайте, товарищ Даос Дракон 5, я обязательно помогу вам, чем смогу, ответил Змей 3. Будьте уверены, товарищ Даос Змей 3, я не собираюсь выдвигать какие-либо неразумные требования. Просто эта пилюля мне совершенно незнакома, поэтому мне потребуется много партий ингредиентов для практики. Я уверен, что вы это уже знаете, объяснил Хань Ли. Выражение лица Змея 3 слегка смягчилось, услышав это, и он перевернул руку, чтобы достать кольцо для хранения, отвечая: «Вообще не нужно беспокоиться об ингредиентах, товарищ Даос. Я уже обдумал этот вопрос и подготовил для вас 30 партий ингредиентов для экспериментов». «Похоже, мои опасения были излишними», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой, затем принял кольцо для хранения и убрал его, не изучая содержимое. Он не мог высвободить свое духовное чувство из тела, поэтому ему было бы довольно неудобно изучать содержимое кольца для хранения, но он был уверен, что проблем не будет.
Кроме того, он также по-новому понял, насколько богат был дворец реинкарнации. Ингредиенты, необходимые для создания этой пилюли, были не такими редкими и ценными, как для пилюли Да, но их определенно тоже было нелегко достать, поэтому 30 партий составили бы астрономическую сумму в камнях бессмертного происхождения. Ингредиенты легко достать, но мастер пилюль Да встречается гораздо реже. Все, на чем вам нужно сосредоточиться, это создание пилюли в течение 10 лет. Не беспокойтесь об ингредиентах, если их там недостаточно, я найду способ достать вам больше, заверил Змей 3 с улыбкой. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, услышав это, и он сказал: 10 лет. Боюсь, этого времени может быть недостаточно, чтобы гарантировать успешный результат. Мы можем ждать максимум 15 лет. Это очень важное дело, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, товарищ Даос. Наш дворец реинкарнации обязательно щедро вознаградит вас за ваши усилия, сказал Змей 3 с торжественным выражением лица. Я обязательно сделаю все возможное, но все же не могу ничего гарантировать. В конце концов, я только недавно стал мастером пилюль Да, так что мои навыки могут быть еще недостаточно хороши, ответил Хань Ли. Змей 3 просто продолжал молча смотреть на Хань Ли, услышав это. Время имеет существенное значение, поэтому я больше не буду медлить. Я сейчас же уйду, сказал Хань Ли, сложив кулак в прощальном приветствии. Вы хотите покинуть это место, товарищ Даос? Спросил Змей 3. Верно. Я сразу же вернусь в свою пещерную резиденцию, чтобы изучить этот рецепт пилюли, и свяжусь с вами, если мне что-нибудь понадобится, ответил Хань Ли, кивнув. В этом нет необходимости. У нас есть камера для создания пилюль и котел, подготовленный для вас, так что просто создайте пилюлю здесь. Если вам что-нибудь еще понадобится, я также смогу доставить вам это своевременно, сказал Змей 3. Я ценю ваше доброе предложение, но я больше привык создавать пилюли в своей собственной пещерной резиденции, сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови. Змей 3 прочистил горло, а затем сказал многозначительным голосом: по правде говоря, море черного ветра сейчас не очень безопасно, поэтому, если вы вызовете еще одну пилюльную скорбь, вы можете не смочь безопасно сбежать, как в прошлый раз. Но прежде чем Хань Ли успел возразить, Змей 3 поднял руку, чтобы прервать его, и холодным голосом сказал: если нет никаких других проблем, то я отведу вас в камеру для создания пилюль прямо сейчас. Хань Ли мог только покорно кивнуть в ответ. Пойдемте со мной, товарищ Даос, сказал Змей 3, поворачиваясь, чтобы уйти. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, когда он последовал за ним. Они быстро вышли из пещеры, после чего Змей 3 вызвал летающую карету, которая доставила их к окраине горы, прежде чем приземлиться на полпути к другой высокой горе. Это была довольно большая территория, но она была усеяна грозными деревьями, а рядом был водопад, но, помимо плеска водопада, обстановка была довольно мирной. На склоне горы впереди был проем, запечатанный большими воротами со слоем лазурного света на поверхности, и по лазурному световому барьеру непрерывно струились многочисленные руны, представляя собой довольно загадочное зрелище. Змей 3 шагнул вперед, прежде чем вытащить лазурный значок, затем взмахнул им в воздухе, чтобы выпустить полосу лазурного света, которая в мгновение ока исчезла в каменных воротах. Лазурный световой барьер за каменными воротами быстро исчез, и ворота медленно открылись. Это место, где вы будете находиться, товарищ Даос Дракон 5. Уверяю вас, что никто не побеспокоит вас во время создания пилюль, сказал Змей 3. Хань Ли кивнул в ответ, а затем направился в пещерную резиденцию. В следующее мгновение он с удивлением обнаружил, что ограничение духовного чувства полностью исчезло, как только он вошел в пещерную резиденцию, но его духовное чувство все еще было ограничено пределами пещерной резиденции. Пещерная резиденция была не очень большой, но она была безупречно ухожена и имела все необходимое, включая камеру для создания пилюль, тайную комнату и сад растений. Это довольно хорошая пещерная резиденция, заметил Хань Ли Змею 3. Я рад, что вам нравится, товарищ Даос. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время. А пока я буду рассчитывать на вас, сказал Змей 3, прежде чем покинуть пещерную резиденцию, и как только он ушел, ворота пещерной резиденции захлопнулись, после чего Хань Ли слегка вздохнул. По-видимому, его заточили. После ухода Змея 3, Хань Ли кратко осмотрел пещерную резиденцию, щелкая пальцами по воздуху, чтобы выпустить серию инструментов формации, которые исчезли в разных частях пещерной резиденции. Почти через час Хань Ли прибыл в тайную комнату, прежде чем сесть, скрестив ноги. Первое, что он сделал, это снял с лица лазурную маску, прежде чем заменить ее багровой маской льва, и маска немедленно выпустила поток нежной энергии, который по его приказу распространился по всему его телу. Хань Ли чувствовал, что в этот момент его аура была идеально скрыта, что указывало на то, что ограничения в этой багровой маске были более сложными, чем в его лазурной маске.
Самое главное, что особые колебания духовного чувства, генерируемые из-за его совершенствования техники духовного очищения, также были скрыты. С тех пор, как он прибыл в царство бессмертных, Хань Ли всегда был довольно насторожен, когда дело доходило до встреч с другими, особенно с теми, кто обладал более высоким уровнем совершенствования, чем он. Он всегда делал все возможное, чтобы сдержать колебания своего духовного чувства, чтобы никто не смог обнаружить, что он совершенствовал технику духовного очищения, и, к счастью, до этого момента он не сталкивался ни с какими инспекторами. Теперь, когда у него была эта новая маска, даже если бы он столкнулся с какими-нибудь инспекторами, которые совершенствовали специальные секретные техники обнаружения, он смог бы обмануть их, если их уровень совершенствования ненамного превосходил его. Хань Ли сложил ручную печать, и на багровой маске тут же появился слой красного света, прежде чем сформировать перед ним багровый световой экран. После этого он выпустил несколько заданий подряд, все из которых были заданиями на приобретение других ингредиентов, необходимых для создания пилюли золотой души. Сделав все это, он взмахнул рукавом по воздуху, чтобы убрать багровый световой экран, затем перевернул руку, чтобы достать серый нефритовый листок, содержащий 4-й уровень техники духовного очищения. Несмотря на то, что у него было всего 15 лет на создание пилюли, он не собирался начинать прямо сейчас. Для других мастеров пилюль до 15 лет действительно были бы очень сжатыми сроками, но для Хань Ли это, естественно, не было проблемой. На данный момент только несколько рун до времени на его священной оси мантры восстановились с тех пор, как в последний раз она создала стену света, но ему нужно было всего 18 функционирующих рун до времени, чтобы удовлетворить его потребности в создании пилюль. Кроме того, процесс создания этой пилюли был намного проще, чем у пилюли до времени, и с его священной осью мантры в рукаве и таким количеством партий ингредиентов в его распоряжении, у него, естественно, не было никаких забот. Следовательно, его главной задачей на данный момент было совершенствовать технику духовного очищения и разрешить свой кризис духовного чувства. Подумав об этом, Хань Ли влил свое духовное чувство в нефритовый листок и внимательно прочитал 4-й уровень техники духовного очищения, затем сел, скрестив ноги, и начал совершенствоваться. Тем временем Змей-3 шел по черному проходу в бесчисленных километрах от Хань Ли с задумчивым взглядом. Проход был не очень длинным, поэтому он смог быстро добраться до конца, и перед ним появились черные каменные ворота высотой более 9 метров. Взмахом рукава он послал печать заклинания, летящую по воздуху, и черные каменные ворота медленно открылись, открывая просторный зал, в центре которого стояла фигура, одетая в черный плащ. На рукаве плаща была вышита крестообразная эмблема, и, услышав звук шагов, фигура в плаще обернулась. Это был мужчина средних лет, но на его лбу был ужасный шрам, который тянулся от левого угла до самого правого века, а затем продолжался по щеке, представляя собой угрожающее зрелище. «Что ты здесь делаешь?» Холодным голосом спросил Змей-3. «Я пришел сюда, потому что мне нужно кое-что с тобой обсудить». «Будь уверен, никто не смог бы проследить за мной сюда», — ответил мужчина в плаще. «Ты что-то выяснил?» — спросил Змей-3. Как вы и предсказывали, это действительно находится под островом Красной Луны, но из-за вмешательства острова Черного Ветра наши люди пока не могут приблизиться к этой области, ответил мужчина в плаще. Остров Черного Ветра. Как эти люди могут нас остановить? Спросил Змей-3. А что, если я скажу вам, что среди них есть культиваторы стадии Золотого Бессмертного? Ответил фигура в плаще с легкой улыбкой. Резкий блеск немедленно промелькнул в глазах Змея-3, услышав это. Может быть, согласно информации, которую мы собрали до сих пор, ситуация именно такая, как вы сейчас думаете, ответил фигура в плаще, кивнув. Мне все равно, как ты это сделаешь, но ты должен выяснить все о ситуации на острове Красной Луны, прежде чем пилюля происхождения пустоты будет успешно создана, категоричным голосом сказал Змей-3. Я бы сделал это, даже если бы ты мне не сказал. Я пришел сюда, потому что хотел кое-что подтвердить. Я слышал, что ты планируешь поручить миссию по созданию пилюли происхождения пустоты новому члену, который только что присоединился к нашему дворцу реинкарнации, я правильно понял? Спросил мужчина в плаще. Глава 380. Неожиданно гладкий прогресс. Совершенно верно. Сейчас его зовут Дракон 5, без колебаний ответил Змей 3. Брови мужчины в плаще слегка нахмурились, и он спросил, сколько времени ты ему дал, 15 лет, ответил Змей 3. Простите за прямоту, но я не думаю, что даже мастер Симэнь смог бы гарантировать успешное создание пилюли происхождения пустоты за 15 лет, сказал мужчина в плаще многозначительным голосом. Это может быть правдой, но в данный момент мастера Симэня нет в этом регионе бессмертных, и у нас осталось менее 20 лет, чтобы сделать свой ход. У нас есть другой выбор.
— спросил Змей-3. Мужчина в плаще на мгновение замолчал, а затем сказал: «Это чрезвычайно важное дело, и этот человек только что присоединился к нашему дворцу реинкарнации». «Ты уверен, что он надежен? Я не знаю, поэтому я не позволил ему уйти», — ответил Змей-3. «Что, если он не сможет выполнить задание в течение 15 лет?» — спросил мужчина в плаще с обеспокоенным выражением лица. В последнее время произошло так много всего. В Северном Ледниковом регионе бессмертных изначально было не так много учеников реинкарнации, и битва за Ада Пылающего Дракона определенно не помогла нашему делу. Если нам удастся преуспеть в этом начинании, то все, что мы принесли в жертву до этого момента, будет стоить того. Следовательно, успех — наш единственный вариант, сказал Змей-3 решительным голосом. Похоже, ты очень уверен в этом человеке. Может быть, ты уже некоторое время тайно наблюдаешь за ним? Спросил мужчина в плаще. Нет, я только что вступил с ним в контакт, ответил Змей-3, покачав головой. Брови мужчины в плаще нахмурились, услышав это. Будьте уверены, я несу единоличную ответственность за это дело. Все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на порученной вам задаче и выяснить, что происходит на острове Красной Луны, продолжил Змей-3. Хорошо, если ты так уверен, то я больше не буду говорить на эту тему, сказал мужчина в плаще. Я ответил на все ваши вопросы. Это не то место, где вам следует оставаться надолго, так что вам следует уйти, и давайте не будем встречаться снова в ближайшее время, холодным голосом сказал Змей-3. Хорошо, тогда я уйду, сказал мужчина в плаще, когда по его телу пробежал поток черного света, и он растворился во тьме, как тень. Змей-3 некоторое время посидел один, затем поднялся на ноги и устремил взгляд в сторону пещерной резиденции Ханьли. 10 лет пролетели в мгновение ока. Ханьли сидел, скрестив ноги, в своей мирной пещерной резиденции, неподвижно, как каменная статуя. Его голова была окутана слоем яркого полупрозрачного света, из-за чего черты его лица казались довольно расплывчатыми и нечеткими. Полупрозрачный свет плавно струился, как вода, представляя собой приятное зрелище. В этот момент веки Ханьли слегка дрогнули, прежде чем его глаза распахнулись. Полупрозрачный свет, круживший вокруг его головы, мгновенно хлынул в его переносицу, бесследно исчезая. Ханьли выдохнул, и на его лице появилось ликующее выражение. После 10 лет неустанного совершенствования он, наконец, добился некоторых успехов в 4-м уровне техники духовного очищения. Его духовное чувство не сильно возросло, но скрытое беспокойство в его духовном чувстве уже улеглось, вернув его в стабильное и безмятежное состояние. Однако, в следующее мгновение ликование в его глазах угасло и сменилось легким недоумением. Согласно нефритовому листку, 4-й уровень техники духовного очищения был намного сложнее, чем 3-й уровень, и для освоения 4-го уровня должно было потребоваться более чем в 10 раз больше времени, поэтому ему должны были потребоваться десятилетия, возможно, даже более века, чтобы достичь того прогресса, которого он уже достиг. Следовательно, он даже не планировал заходить так далеко, и его первоначальной целью было только урегулировать беспокойство в своем духовном чувстве. В конце концов, у него все еще было задание по созданию пилюли, поэтому у него было не так много времени для работы. Однако, к его удивлению, его совершенствование 4-го уровня техники духовного очищения было чрезвычайно гладким, и он не столкнулся ни с какими препятствиями, что позволило ему быстро прогрессировать. Его разум лихорадочно искал этому причину, но он оставался в полном недоумении. В данный момент он мог отнести это только к способностям. Возможно, его нынешнее телосложение просто очень подходило для совершенствования секретных техник такого рода. Вспоминая прошлое, у него был похожий опыт в его совершенствовании техники великого развития. В любом случае, ему нужно было остановиться сейчас. Из отведенных 15 лет осталось всего 5, поэтому ему нужно было начать процесс создания пилюль. Подумав об этом, он перевернул руку, чтобы достать кольцо для хранения, то самое, которое ему дал Змей-3. Затем он влил в него свое духовное чувство, чтобы убедиться, что внутри действительно находится 30 партий ингредиентов. Как раз в тот момент, когда он собирался начать свою первую попытку создания пилюль, его выражение лица внезапно слегка изменилось, и он вытащил из кольца для хранения партию ингредиентов. Он не обращал внимания на другие ингредиенты, сосредоточив свой взгляд на черном кристалле размером с кулак. Кристаллический материал испускал слой слабого черного света, который, казалось, мог поглощать весь окружающий свет, и в то же время он также испускал поток грозных колебаний силы закона. Это был не что иное, как главный ингредиент, необходимый для создания пилюли происхождения пустоты, и он назывался черный кристалл костного мозга. Ханьли протянул руку, чтобы взять черный кристалл костного мозга, и тут же почувствовал резкую боль в кончиках пальцев.
Своеобразные силы закона, высвобождаемые черным кристаллом костного мозга, были чрезвычайно ёдкими, и ему было почти слишком больно держать его даже со своим телосложением небесного бессмертного. На поверхности его ладони появился поток духовного света, мгновенно сформировав слой лазурного света, который защищал его пальцы от черного кристалла костного мозга. В то же время он перевернул другую руку, чтобы достать кристалл твердых чернил. Эти два предмета были очень похожи по внешнему виду и ауре, за исключением того, что аура, исходящая от черного кристалла костного мозга, была во много раз мощнее, чем у кристалла твердых чернил. Казалось, что эти два материала каким-то образом связаны, и он не мог не задаться вопросом, не спрашивал ли Змей 3 ранее о кристалле твердых чернил ради этих черных кристаллов костного мозга. Однако, даже кристаллы твердых чернил были чрезвычайно редки в море черного ветра, так как же ему удалось приобрести так много черных кристаллов костного мозга. Как только эта мысль пришла ему в голову, Хань Ли немедленно покачал головой, чтобы отбросить ее. Его миссией было только создать пилюлю происхождения пустоты, поэтому не было смысла думать о других ненужных вещах. Подумав об этом, он убрал черный кристалл костного мозга, затем вытащил нефритовый листок, содержащий рецепт пилюли, прежде чем прижать его к собственному лбу. Полмесяца пролетели в мгновение ока. В этот момент Хань Ли сидел, скрестив ноги, с закрытыми глазами, а на земле вокруг него было разложено ровно 30 кучек одинаковых духовных материалов. Внезапно его глаза распахнулись, и он взмахнул рукавом по воздуху, выпустив полосу серебристого света, которая приземлилась на землю перед ним, прежде чем превратиться в серебряный котел. Сразу же после этого он открыл рот, чтобы выпустить поток серебристого пламени, которое начало опалять дно котла. Хань Ли слегка кивнул, увидев это, затем поднял руку, на которой определенный материал из одной из 30 кучек материалов поднялся в воздух, прежде чем влететь в котел. В то же время за его спиной во вспышке золотого света появилась его священная ось мантры, и его нить закона времени вылетела из кончика его пальца, прежде чем обвиться вокруг оси. Нить закона времени выглядела немного ярче, чем раньше, но ей было еще далеко до того, чтобы вернуться к своему пику. На данный момент из 360 рун до времени на священной оси мантры горели только 18, а остальные оставались тусклыми. Казалось, что нить закона времени была связана с его священной осью мантры, и, скорее всего, нить закона времени полностью восстановится только тогда, когда будут восстановлены все руны до времени. Подумав об этом, он сложил ручную печать, и из священной оси мантры вырвался поток золотых пульсаций, охвативших котел, мгновенно замедляя все, что в нем происходило. С восстановленными всего 18 рунами до времени эффект замедления времени оси был довольно ограниченным, но его уже было достаточно для нужд Хань Ли. Пока Хань Ли был занят созданием пилюль, на острове Черного Ветра наступил 100-летний день активации формации и телепортации. Улицы и магазины в городе Черного Ветра выглядели гораздо менее оживленными и шумными, чем раньше, и помимо некоторых процветающих улиц в центре города, остальная часть города казалась довольно мрачной и безлюдной. На улицах было мало пешеходов, а многие работники магазинов выглядели так, словно вот-вот заснут. По какой-то причине в последнее время в море Черного Ветра резко возросло количество и частота стихийных бедствий, включая цунами, извержения вулканов и свирепые штормы. Многие острова были разрушены во время этих бедствий, что привело к бесчисленным смертям и жертвам, и все море Черного Ветра находилось в состоянии беспокойства и опасения, а некоторые слухи даже предполагали, что всему региону грозит неминуемое разрушение. Даже конфликт между островом Черного Ветра и островом Лазурного Пера временно утих после этих ужасных бедствий. Остров Черного Ветра не был задет этими бедствиями, но бизнес в городе Черного Ветра серьезно пострадал, и даже не так много людей собралось посмотреть на активацию формации и телепортации, событие, которое всегда было очень ожидаемым в прошлом. Формация телепортации внутри пагоды гудела, излучая ослепительный свет, а рядом стояли две фигуры, одна из которых была никем иным, как хозяином острова Черного Ветра, Лу Цзюнем. В этот момент он пристально смотрел на формацию телепортации с ноткой волнения в глазах, и его сопровождал мужчина в белом одеянии, тот самый с фамилией Фэн, который привел эту группу культиваторов в стадии истинного бессмертного в море Черного Ветра. Он тоже смотрел на формацию телепортации, но выглядел гораздо спокойнее и равнодушнее. Внезапно из формации телепортации вырвался грозный столб света, из-за чего вся пагода телепортации слегка задрожала. Столб света исчез через несколько секунд, и в формации телепортации появилась группа из примерно 20 человек. Эти люди были разделены на две примерно равные фракции, и эти две фракции стояли довольно далеко друг от друга. Друзья, эти главы — вынужденный союз с дьяволом. Техника духовного очищения грозит уничтожить разум,
Выхода нет. Хань Ли вступает во дворец реинкарнации. Получает багровую маску льва, кодовое имя Дракон-5. Волк-одиночка стал пешкой в глобальной игре. Первое задание – 15 лет в изолированной пещере, создать пилюлю происхождения пустоты из едкого черного кристалла костного мозга, способного разрушить тело истинного бессмертного. Рецепт незнаком, дедлайн жесткий. Решение замедляет время внутри алхимического котла через 18 рун дао времени. Высшие законы мироздания – просто инструмент для варки пилюли. Снаружи хаос, цунами, вулканы, аномалии в море Черного ветра. На острове Черного ветра телепортируется группа из 20 плюс истинных бессмертных. Невероятная концентрация силы в одном месте. Готовлю продолжение.